Внутри этого ледяного шара, если его растопить, поместилось бы больше воды, чем во всех океанах Земли вместе взятых. Больше, чем в Атлантическом, Тихом, Индийском и Северном Ледовитом. Если сложить их все, это все равно будет меньше. А теперь представь. Этот шар в 1,5 раза меньше нашей Луны. Его диаметр всего 504 километра. Это как если бы ты взял штат Аризона или половину Испании и превратил их в идеально круглый белый шар. Температура на его поверхности минус 200 градусов по Цельсию. Там так холодно, что углекислый газ, которым мы выдыхаем, выпадает там в виде снега. И при этом внутри этого крошечного замерзшего мира есть океан. Жидкий, теплый, полный химических элементов, из которых строится жизнь. Как такое возможно? Как этот маленький мир до сих пор не превратился в глыбу мертвого камня, как бесчисленные другие спутники в Солнечной системе? Почему он не остыл за 4,5 миллиарда лет своего существования? И почему ученые всерьез обсуждают отправку туда подводного аппарата, который пробурит лед и нырнет в этот океан? Сегодня мы разберемся в 3 вещах. Первое. Что скрывается под блестящей, ослепительно белой коркой этого спутника Сатурна? И как там вообще могла появиться жидкая вода в таком негостеприимном месте? Второе. Почему астрономы считают, что условия на Энцеладе даже лучше, чем на Марсе для поиска внеземной жизни? И почему мы уже 20 лет собираем улики, которые указывают на одно и то же? Третье. Что мы увидим, когда, наконец, решимся отправить туда новый зонд? И когда это произойдет? Потому что технологии уже почти готовы. Осталось только принять решение. Если тебя завораживает космос, подпишись на канал. Путешествие начинается прямо сейчас. Представь себе белый шар. Идеально белый. Ослепительно белый. Он отражает почти 99% всего падающего на него света, как свежевыпавший снег в горах, как тарелка свежего молока, как новенький лист бумаги. Ты смотришь на него из космоса, и он сияет, как маленькая звезда на фоне черного бархата Вселенной. Диаметр этого шара 504 километра. Если ты поставишь его на карту Земли, он закроет собой половину Испании, или почти полностью штат Аризона в Америке. Или, если тебе ближе такие сравнения, он был бы размером с Францию, если бы Франция была круглой. Это Энцелад, один из многих спутников Сатурна. Долгое время, почти 20 лет после его открытия, он казался ученым самым скучным объектом во всей системе гигантской планеты. Просто кусок замерзшей воды. Еще один ледяной шар на окраине Солнечной системы. На фоне огромного Титана с его метановыми озерами и дюнами из органического песка. На фоне яркого Япита с его странным двухцветным лицом. На фоне Рей и Дионы с их загадочными кратерами. Энцелад выглядел как бледная белая точка на заднем плане. Ничего примечательного. Но уже в 1981 году, когда зонд Voyager 2 пролетел мимо Сатурна и передал на Землю первые детальные снимки этого мира, астрономы заметили одну странность, которую не могли объяснить тогда и не могли объяснить еще долгие годы. Поверхность этого спутника была слишком гладкой, слишком ровной, слишком молодой. На ней почти не было кратеров. Для мира, который находится на окраине Солнечной системы, где метеориты бомбардируют все подряд миллиарды лет, где каждый сантиметр любого твердого тела испещрен шрамами столкновений, это выглядело просто неправильно. Если ты посмотришь на нашу Луну, она вся в шрамах. Каждый ее квадратный километр хранит историю ударов астероидов и комет, которые падали на нее 4 миллиарда лет. Поверхность Луны похожа на лицо старого воина, пережившего тысячи сражений. А Энцелад выглядел так, будто его только что вынули из формы для заморозки. Гладкий, чистый, без единой морщины, как будто кто-то стер старую запись и записал новую. Как будто ледяная кора была переплавлена и заморожена заново совсем недавно по геологическим меркам. Может быть, сотни миллионов лет назад. Может быть, даже десятки миллионов. Что могло его разогреть? Откуда взялась энергия, чтобы стереть все кратеры с поверхности? Чтобы растопить лед и дать ему застыть заново?
Для такого маленького мира 500 километров в поперечнике энергии должно было быть катастрофически мало. Он должен был остыть за первые сотни миллионов лет своего существования и превратиться в безжизненную глыбу. Тогда, в начале 80-х, ответа не было. Ученые пожали плечами, записали данные в архив и отложили этот вопрос на 24 долгих года. До тех пор, пока в 2005 году к Сатурну не прилетел зонд Кассини. И все, что мы знали о спутниках, перевернулось с ног на голову. Но давай на минуту остановимся. 24 года – это огромный срок. Это поколение ученых. Те, кто работал с Voyager'ом, уже ушли на пенсию к тому моменту, когда Кассини начал передавать данные. А те, кто работал с Кассини, были детьми, когда Voyager пролетал мимо Сатурна. Так работает космическая наука. Терпение, ожидание и надежда, что технологии догонят наши вопросы. А теперь попробуй представить этот масштаб по-настоящему. Закрой глаза и представь, что ты стоишь на поверхности Энцелада. Ты в скафандре. Под тобой лед. Твердый, как гранит. Он скрипит под подошвами при каждом шаге. Он белый, но с голубоватым оттенком, как старый ледник на земле. Над тобой огромный Сатурн с его кольцами, занимающий половину неба. Он висит там, этот гигант. Желто-оранжевый шар с полосами облаков, такими тонкими, что кажутся нарисованными кистью художника. Кольца выглядят как гигантская светящаяся арка, перекрывающая горизонт. Они тянутся от одного края неба до другого, и ты видишь каждую полосу, каждую щель между ними. Под ногами ничего. Тишина. Абсолютная давящая тишина. Холод, который пробирает до костей даже сквозь самую лучшую изоляцию. Ты смотришь на юг, туда, где расположен полюс, и вдруг видишь странное свечение над горизонтом. Дым? Пар? Что-то поднимается вверх, в черное небо, подсвеченное далеким солнцем. Что-то белое, быстрое, уходящее в космическую пустоту. Ты смотришь, и твой разум отказывается верить. Из этого льда бьет фонтан. 2005 год. Кассини – сложнейший аппарат, построенный человечеством за всю его историю. 3 тонны металла, электроники, приборов, 15 лет проектирования и сборки. Миллиарды долларов. И вот он выходит на орбиту Сатурна и начинает свои облеты Энцелада. Ученые планируют посмотреть на этот спутник повнимательнее, надеясь найти хоть что-то интересное. И тут спокойная, скучная картинка ломается окончательно и бесповоротно. На снимках Южного полюса спутника ученые видят темные глубокие разломы. 4 длинные параллельные трещины в ледяной коре. Они выглядят как длинные царапины на стекле, как следы гигантских когтей, которые прошлись по поверхности. Геологи сразу же прозвали их «тигровыми полосами». Не потому, что там живут тигры, конечно, а потому, что они напоминают полосы на шкуре хищника. Длинные, темные, таинственные. Эти трещины, 90 километров в длину каждая. Это как если бы ты проехал на машине от Москвы до Твери, по прямой линии. И таких линий 4. Они расположены параллельно друг другу на расстоянии примерно 35 километров. Они глубокие, по оценкам ученых, до 1-2 километров вглубь льда. Но что это за трещины? Просто разломы? Или что-то большее? А потом случилось нечто, что бывает раз в поколении ученых. Кассини повернул камеры и посмотрел на эти трещины с другой стороны, на фоне солнца. И все, кто был в комнате управления, ахнули. Из этих разломов в открытый космос били струи. Не просто туман, не просто легкая дымка, как бывает над океаном в туманное утро. Реальные мощные плотные фонтаны водяного пара и ледяных частиц, вырывающиеся наружу с огромной скоростью. Эти струи били прямо вверх, в космическую пустоту, и не останавливались. Скорость этих струй больше 600 метров в секунду. 600 метров в секунду. Это в 2 с лишним раза быстрее, чем летит пассажирский самолет на крейсерской высоте. Это почти 2000 километров в час. Представь себе. Крошечный, замерзший мир, и из него хлещет вода с такой силой, что она преодолевает гравитацию и улетает навсегда. Эти фонтаны поднимаются на высоту в 500 километров над поверхностью. 500 километров.
Это выше, чем Международная космическая станция летает над Землей. Выше, чем все спутники на низкой орбите. Это как если бы из Энцелада торчал гигантский палец, указывающий на Сатурн. На самом полюсе, там где тигровые полосы пересекаются, температура на несколько десятков градусов выше, чем на остальной поверхности. Не сотен, конечно. Но достаточно, чтобы лед испарялся и улетал в космос. И вот что самое удивительное. Эти струи не исчезают в пустоте. Они тянутся на тысячи и тысячи километров от Энцелада. Они образуют гигантское облако, которое подпитывает целое кольцо Сатурна, кольцо Е. Огромное размытое облако частиц, которое опоясывает всю планету. Толщина этого кольца – сотни тысяч километров. И вся эта масса льда родилась из этого маленького белого шара. Понимаешь, что это значит? Если что-то выбрасывает воду в космос с такой силой и в таких количествах, значит под коркой льда эта вода есть. И она жидкая. И ее много. Прямо сейчас. Не миллион лет назад. Не в геологическом прошлом. А сейчас, в эту самую секунду, пока ты читаешь этот текст, под твоими ногами плещется океан. Объемом больше, чем все земные океаны, вместе взятые. Это была первая улика. Сенсационная. Но что именно летит в этих струях? Из чего состоит этот океан? Здесь расследование становится по-настоящему интересным и сложным. Потому что вода – это только начало. Нам нужно знать, есть ли в этой воде жизнь. Итак, мы поняли главное. Подо льдом Энцелада есть жидкая вода. Огромный океан. Но давай будем честными. Вода есть и на Земле, и под поверхностью Марса, и на многих спутниках Юпитера и Сатурна. Вода – это важно. Но это только первый шаг. Чтобы там могла зародиться жизнь, нужен целый набор ингредиентов. И вот тут начинается самое вкусное. Потому что Энцелад, как оказалось, приготовил целый химический ресторан. Кассини был построен не только для того, чтобы делать красивые фотографии, от которых захватывает дух. Это прежде всего научная лаборатория. И среди его приборов был самый важный для этой истории – масс-спектрометр. Это хитроумное устройство, которое может понюхать вещество и сказать, из чего оно состоит. Ты направляешь на него газ или частицы, и он показывает. Вот тут водород, вот там кислород. А это сложная органика, и вот Кассини сделал то, на что не был рассчитан в проекте. Ученые, рискуя аппаратом, который стоил миллиарды, приняли смелое решение. Они направили зонд прямо сквозь шлейф Энцелада, на высоте всего каких-то 25 километров над поверхностью. Кассини буквально нырнул в этот ледяной фонтан. Антенна была наклонена так, чтобы защитить корпус от ударов частиц. Солнечные панели были сложены. Все системы работали на пределе. Приборы заработали. Данные потекли на Землю со скоростью света, но с задержкой в час с лишним. И когда ученые расшифровали эти данные, они потеряли дар речи. Они сидели в своих кабинетах в Пасадене, в Калифорнии, смотрели на экраны и молчали. В струях Энцелада оказалась вода. Это ожидаемо. Без нее не было бы и фонтана. Углекислый газ. Но это бывает в геохимии, ничего удивительного. Метан. Вот это уже интереснее. Метан на Земле часто производят живые организмы. Но главное, они нашли сложные органические молекулы. Не просто какие-то простые соединения. Не метан и не углекислый газ, а тяжелые углеродные цепочки. Молекулы с массой больше 200 атомных единиц. То есть достаточно сложные, чтобы быть строительными блоками для белков и ДНК. Это как если бы ты заглянул в мусорное ведро и нашел там не просто песок и камни, а готовые детали конструктора Лего. И не просто детали, а целые наборы. Колесики, крышечки, палочки. Белки? Нет. ДНК? Тоже нет. Но кирпичики для их строительства, да? Аминокислоты. Основания сахара. Все это плавает в той воде, которую выбрасывает Энцелад. Прочитай этот список ингредиентов еще раз. Медленно. Давай проговорим вслух. Вода. Углерод, водород, азот, кислород, сера, органика. Это не случайный набор химикатов, которые валяются где попало.
Это не то, что ты найдешь, если смешаешь все подряд в пробирке. Это идеально сбалансированный рецепт. Это список продуктов для супа, в котором на Земле уже зародилась жизнь. Мы сами состоим из этих элементов. Наша ДНК, наши клетки, наши мышцы – все построено из углерода, водорода, кислорода, азота, серы и фосфора. Но чтобы сварить этот суп, нужна не только еда, нужна плита. Нужен источник тепла, который не даст остыть в воде. И если с ингредиентами все ясно и понятно, то вот где энцелад берет энергию – это загадка, которая мучила ученых еще 20 лет. Ведь он в 1,5 раза меньше Луны. Он не должен иметь собственного тепла. Он уже давно должен был остыть и превратиться в глыбу мертвого камня, как большинство спутников Сатурна. Но он не остыл. Почему? Чтобы ты по-настоящему прочувствовал, насколько это странно. Давай проведем сравнение. Представь себе огромный шар из бетона и металла. Это Земля. Внутри нее расплавленное ядро, которое остывает миллиарды лет. Теперь представь себе теннисный мяч. Это энцелад. Он в 100 раз меньше Земли по диаметру. По объему в 1000 раз меньше. И при этом он остывает гораздо быстрее, потому что отношение поверхности к объему у него огромное. Тепло уходит в космос быстро, как пар из чашки горячего чая в морозный день. Чай остывает за 10 минут. Энцелад должен был остыть за 100 миллионов лет. Но прошло 4,5 миллиарда. И он все еще горячий внутри. Как так? Откуда же берется тепло на этой ледяной глыбе? Ответ на этот вопрос оказался сложнее, чем казалось сначала. Есть два основных механизма, и оба они работают одновременно, создавая идеальный баланс, при котором океан остается жидким миллиарды лет. Первый механизм – гравитационный. Сатурн – это огромная планета. Ее масса в 95 раз больше земной. Представь себе этот масштаб. Если бы Сатурн был футбольным мячом, Земля была бы теннисным шариком, а Энцелад – горошиной. И эта огромная масса создает мощнейшие приливные силы. Ты, наверное, помнишь, как Луна вызывает приливы и отливы на Земле. Океан поднимается и опускается 2 раза в день, потому что Луна своей гравитацией тянет воду. На Энцеладе эти силы работают гораздо жестче. Сатурн своей гравитацией постоянно мнет и тянет Энцелад, как будто разминает кусок пластилина в руке. То сжимает, то растягивает. Представь себе, что ты держишь в руках кусок сырой глины и сжимаешь его каждые несколько часов. Он нагревается от трения частиц друг от друга. От этого постоянного сжатия и растяжения внутренности спутника нагреваются до сотен градусов. Этот процесс называется приливным нагревом. Чтобы ты лучше понял, представь себе велосипедную шину. Если ты ее постоянно сгибаешь и разгибаешь, она нагревается. Вот так же нагреваются недра Энцелада от постоянной гимнастики в гравитационном поле Сатурна. Это тепло выделяется прямо в центре спутника, в его каменном ядре, и передается океану. Второй механизм – радиоактивный распад. В центре любого каменного мира, будь то Земля или Энцелад, есть тяжелые элементы. Уран, торий, калий-40. Они нестабильны. Они медленно распадаются, выделяя тепло. Это как маленький атомный реактор в центре планеты. На Земле это тепло вызывает вулканы, движение тектонических плит, гейзеры. На Энцеладе это тепло помогает поддерживать океан в жидком состоянии. И вот сложи эти два источника вместе – приливный нагрев плюс радиоактивный распад. И на дне океана Энцелада под 30-40 километрами сплошного льда получаются гидротермальные источники. Горячая, насыщенная минералами вода бьет прямо из каменного ядра. Представь эту картину. Там на дне океана под километрами льда, в полной темноте, под чудовищным давлением, а давление там в сотни раз больше, чем на поверхности Земли, вода нагревается до сотен градусов и вырывается наружу из трещин в каменном дне. Она смешивается с холодной водой океана. И там, где горячее встречается с холодным, начинается химическая кухня. И вот что цепляет, что заставляет ученых терять покой. На Земле точно такие же горячие источники,
их называют черными курильщиками, находятся на дне океанов. Там, в полной темноте, в кипящей воде, живут целые экосистемы без единого луча солнечного света. Бактерии, черви, крабы, моллюски. И все они существуют за счет химической энергии, которую дают эти источники. Бактерии добывают энергию прямо из реакции воды с камнем, окисляя сероводород и метан. Это целый мир, которому Солнце не нужно. И вот теперь представь. Те же самые процессы идут на дне океана Энцелада. Те же реакции воды с горячими породами. Та же химия. Значит, там, подо льдом, есть все условия для того, чтобы жизнь, если она там есть, могла существовать точно так же, как у нас на дне океана. Так мы нашли воду и тепло. Но это все равно не жизнь. Это только условия для жизни. Оставалась одна самая важная улика. Один элемент, который мы не могли найти 20 лет. И когда мы его нашли, все встало на свои места. Мы узнали, что на Энцеладе есть огромный океан с жидкой водой, что есть источники тепла, которые греют его изнутри миллиарды лет, и что есть все ингредиенты для строительства органических молекул. Но есть одна проблема. У жизни, какой мы ее знаем, есть строгий рецепт – 6 обязательных элементов. 5 из них мы уже нашли. Не хватало одного. И он прятался от нас 20 лет, до тех пор, пока в 2023 году наука наконец не получила ответ. Жизни, какой мы ее знаем на Земле, нужны 6 ключевых элементов. В науке их называют «шашнопс» по первым буквам латинских названий. Это не просто набор букв, это фундамент всего живого на нашей планете. Давай разберем каждый. С – углерод. Это скелет всех органических молекул. На нем строится все. От простейших сахаров до сложнейших белков и ДНК. Без углерода нет органики. H – водород. Он входит в состав воды, в состав органических молекул. Он связывает атом углерода в длинные цепочки. N – азот. Он входит в состав ДНК, РНК и аминокислот. Без азота нет генетической информации. О – кислород. Мы им дышим, он нужен для воды, он часть многих органических молекул. П – фосфор. Он входит в состав ДНК, в состав клеточных мембран и в состав главного источника энергии в клетке – молекулы АТФ. Без фосфора нет энергии, нет генетического кода, нет клеточных стенок. С – сера. Она нужна для некоторых аминокислот, которые строят белки. 5 из 6 этих элементов мы уже нашли на Энцеладе. И вода, и метан, и углекислый газ, и органика – все это было обнаружено в струях. Вода есть, углерод есть, водород есть, азот есть, кислород есть, сера есть. Не хватало только одного – фосфора. Долгие 20 лет скептики цеплялись именно за фосфор. Они говорили примерно так. Ну и что? Что там есть вода и метан? Ну и что? Что там есть органика? Без фосфора нет ДНК. Нет клеточных мембран. Нет переноса энергии. Нет жизни, какой мы ее знаем на Земле. Это главный контраргумент. Пока вы не найдете фосфор, мы будем считать, что там может быть что угодно. Вода, камни, органика. Но только не живая клетка. Потому что без фосфора клетка не построится. Это был железный контраргумент. На протяжении 20 лет каждый раз, когда ученые говорили о возможной жизни на Энцеладе, скептики поднимали палец и говорили: «А фосфор? Где фосфор? У вас его нет. Ваша гипотеза неполная». И вот 14 июня 2023 года в журнале Nature выходит статья, которую ждали десятилетиями. Команда под руководством Франка Постберга из Свободного университета Берлина публикует сенсацию. Они проанализировали данные Кассини заново, используя новые математические алгоритмы и более чувствительные методы обработки. И они нашли фосфор. В ледяных зернах из шлейфа Энцелада, в форме фосфатов, той самой химической формы, которую используют живые организмы. Не какой-то редкой, экзотической формы, а именно той, что встроена в нашу ДНК. Сам Постберг сказал тогда коротко и ясно на пресс-конференции. Он сказал:
Это впервые, когда этот ключевой для жизни элемент обнаружен в океане за пределами Земли. И мало того, что фосфор там есть, его там, по оценкам, в сотни раз больше, чем в океанах Земли. Больше, чем в 100 раз? Сотни раз. Понимаешь, что это значит? Все 6 элементов подтверждены. Рецепт жизни готов. Ингредиенты лежат на столе, разложены по полочкам. И концентрация одного из самых редких на Земле элементов там просто огромна. Для сравнения, на Земле фосфор – это дефицитный ресурс. Его так мало, что он часто лимитирует рост растений в океанах. Без фосфора водоросли не растут, планктон не размножается. Это как соль в супе. Если ее слишком мало, суп пресный. А на Энцеладе концентрация фосфора, как будто ты пересолил суп в 100 раз. Это перевернуло все представления о том, как распространяются элементы в Солнечной системе. Оказывается, маленькая ледяная луна хранит в себе химический клад, который мы искали на Марсе десятилетиями. А теперь, представь, что происходит на дне этого океана в эту самую секунду. Ты находишься в батискафе, маленьком прочном шаре из титана и стекла. Ты опускаешься под лед. Толща льда над тобой 40 километров. Она давит на твой аппарат чудовищным весом. Света нет. Абсолютная непроглядная тьма. Только фары твоего аппарата разрезают мрак, высвечивая мелкие частицы в воде, которые кружатся в океанских течениях. Ты опускаешься все ниже и ниже. Температура воды постепенно повышается. Сначала ты чувствуешь, как батискаф согревается снаружи. Потом датчики показывают резкий скачок температуры. Вода вокруг становится горячей, больше 100 градусов по Цельсию, но она не кипит, потому что давление в сотни раз больше земного. Из трещины в каменном дне бьет черный дым. Это гидротермальный источник, черный курильщик. Вокруг него, на камнях, ты видишь странные образования. Это не просто налет, не просто минералы. Это пленки, похожие на бактериальные маты, которые ты видел в документальных фильмах про дно океана на Земле. Они шевелятся. Они живут. Или, может быть, просто химия играет с твоим воображением. И ты сидишь в своем батискафе, смотришь на это и думаешь: а что если? Но даже после находки фосфора остается одна странность. Одно «но», которое не дает ученым покоя. Это метан. Его в струях Энцелада слишком много. Намного больше, чем должно быть, если мы считаем только геологические процессы. Давай разберемся. Метан – простой газ. 1 атом углерода и 4 атома водорода. Он может производиться 2 способами в природе. Первый способ – геологический. Вода взаимодействует с горячими породами на дне океана. Это называется серпентинизация. Вода просачивается в трещины, нагревается, вступает в реакцию с оливином и другими минералами. В результате этой реакции выделяется водород. Потом водород соединяется с углеродом, который тоже есть в породах, и получается метан. Все чисто, просто, понятно. Никакой жизни не нужно. Это классическая геохимия. Второй способ – биологический. Метаногенные археи – это древнейшие микроорганизмы, которые живут на Земле уже 4 миллиарда лет. Они берут водород и углекислый газ из окружающей среды, используют их для получения энергии и в качестве отхода выделяют метан. Этот процесс называется метаногенезом. Он идет как раз на дне океана, в гидротермальных источниках, в полной темноте, без кислорода. Именно там живут эти археи. Так вот, ученые долгое время думали, что метан на Энцеладе геологического происхождения. Серпентинизация, реакции воды с камнем – все логично, скучно, безопасно. Не нужно искать внеземную жизнь. Но в 2021 году вышла работа Антонина Аффлдера и его команды в престижнейшем журнале Nature Astronomy. Они пересчитали все данные по соотношению водорода и метана в шлейфе Энцелада. Они учли все возможные геологические реакции, все химические процессы, все варианты и получили шокирующий результат. Обычной геологической химией наблюдаемое количество метана и водорода объяснить нельзя. Цифры просто не сходятся. Математика не работает.
Если считать, что метан родился только в реакциях воды с камнем, то его должно быть в 5-10 раз меньше, чем мы видим в струях. Что-то добавляет метан. Что-то производит его гораздо быстрее, чем геохимия. И что же сходится с этими цифрами? Их модель показала, что данные лучше всего ложатся на одну единственную гипотезу. Что метан производят живые организмы? Конкретно, метаногенные археи. Те самые древние микробы, которые живут у гидротермальных источников на Земле. Их модель показала, что если предположить наличие такой метаногенной активности, то количество метана и водорода в струях идеально совпадает с наблюдениями Кассини. Как ключ к замку. Я хочу, чтобы ты услышал меня правильно. Это не доказательство. Пока нет. Сами авторы честно пишут в статье. Возможно, есть какой-то неизвестный геологический источник метана, который мы пока не нашли. Возможно, есть какие-то реакции, которые мы не учли в модели. Биотический вариант с доски не убран. Это официальная академическая осторожная формулировка того, что у них закрались серьезные сомнения. Что-то живое вполне может быть тем, что мы ищем. Но это версия, которую следствие не может исключить. А в хороших детективах именно такие версии, о которых говорят шепотом и с оговорками, в конце оказываются правдой. И вот что важно понять. Наука не говорит: там есть жизнь, мы нашли ее. Наука говорит другое. Жизнь на Энцеладе больше не фантастика. Это рабочая гипотеза, с которой считаются серьезные люди в серьезных журналах. Это уже не игра воображения. Это план работы на следующие десятилетия. И вот мы подходим к самому главному вопросу этого расследования. В науке собрано столько улик, что их уже нельзя игнорировать. Океан есть, тепло есть, химия есть, фосфор есть. Даже метана больше, чем должно быть. Так есть ли там жизнь? Ученые не говорят «да», они говорят кое-что другое, и это гораздо важнее для нашего понимания Вселенной. Вот что самое удивительное в этой истории. Ученые, которые занимаются Энцеладом уже 20 лет, сейчас говорят странную, почти философскую вещь. Они говорят примерно так. Даже если жизни на Энцеладе нет, это будет огромное открытие. Потому что тогда нам придется объяснять, почему ее там нет. Когда есть вода, тепло, энергия и все 6 ключевых элементов, почему пусто? Почему нет никакой жизни? Это станет научной проблемой не меньшего масштаба, чем обнаружение самой жизни. Это заставит нас пересмотреть все наши теории о том, как возникает жизнь. Понимаешь, в чем суть? Вопрос изменился. Раньше, в 90-х и 2000-х годах мы спрашивали, может ли там быть жизнь вообще, есть ли там условия? Это был вопрос возможностей. Потом, в 2010-х, мы нашли океан, нашли органику, нашли тепло. И вопрос стал другим. Есть ли там все элементы, необходимые для жизни? Это был вопрос полноты. Теперь мы нашли фосфор, и вопрос изменился окончательно. Теперь мы спрашиваем, что именно нам нужно найти, чтобы это наконец признать? Это вопрос критериев. Мы перешли от возможно ли к как узнать наверняка. Нам нужно больше данных. Нам нужно поймать целую клетку в струях. Или найти сложные органические структуры, которые невозможно объяснить геологией. Или найти химические следы, так называемые биомаркеры, например. Специфические изотопные соотношения, которые показывают, что метан создан жизнью, а не камнем. Или в идеале увидеть что-то, движущееся подо льдом с помощью радара или сейсмометра. Но сделать это с расстояния в 1,5 миллиарда километров почти невозможно. Данные с Кассини уже старые. Самые свежие были собраны в 2017 году, когда зонд сгорел в атмосфере Сатурна. Мы больше не получаем свежих проб оттуда. Мы сидим на архивных данных, которые были собраны 15 лет назад. И анализируем их снова и снова, каждый раз применяя новые алгоритмы. Нам нужен новый следователь. Новый аппарат, который прилетит к Энцеладу и сможет не просто пролететь сквозь шлейф, а взять пробы, посадить аппарат на поверхность, пробурить лед и опустить зонд в океан. И ученые уже вовсю обсуждают, каким должен быть этот аппарат. Какие приборы ему нужны?
какую траекторию выбрать, как защитить его от радиации и льда. И вот что удивительно. Мы уже почти готовы. Технологии для такой миссии существуют. Нужно только финансирование и политическая воля. И пока мы ждем, аппараты изучают другие миры, например, Европу, спутник Юпитера, у которой такой же океан подо льдом. Представь, как будет работать этот будущий аппарат. Представь этот масштаб времени и расстояния. Он стартует с Земли в 2038 году. Ракета, которая его поднимает, сжигает 1000 тонн топлива за несколько минут. Аппарат отделяется от ракеты и начинает свой долгий путь. Он пролетает мимо Марса, потом мимо Юпитера, используя гравитацию этих планет для разгона. Потом он идет к Сатурну, еще 5 лет полета. Всего 10-12 лет пути. Он прибудет к Энцеладу где-то в 2050 году. Через 25 лет от сегодняшнего дня. Это как если бы ты сегодня был первоклассником, а к тому моменту уже стал взрослым человеком с семьей и карьерой. Когда он подлетит к Энцеладу, он начнет тормозить, входя в гравитационное поле Сатурна. Он выйдет на орбиту вокруг Энцелада всего 150 километров над поверхностью. Раскроет свои приборы. Начнет сбор данных. Он не просто фотографирует. Он влетает прямо в шлейф, в тот самый фонтан ледяных частиц, который мы видели с Кассини. Открывает специальные коллекторы, похожие на аэрогель, которые ловят эти зерна льда на огромной скорости и анализируют их на месте, прямо внутри аппарата. Потом, если все пойдет по плану, он начнет снижаться. Тормозные двигатели включатся, пыль и лед взметнутся из-под посадочных опор. Он сядет на поверхность прямо на край тигровой полосы, где лед особенно тонкий. Из его корпуса выдвинется буровая установка, длинная труба с нагревательным элементом на конце. Она начнет плавить лед, проходя сквозь него сантиметр за сантиметром. Она уйдет вглубь на несколько метров, потом на десятки метров, чтобы взять пробы из слоев, которые не тронула космическая радиация. И мы, наконец, сможем заглянуть в этот океан, увидеть, есть ли там бактерии. Или, может быть, что-то большее. Хорошие новости в том, что такая миссия уже проектируется, она есть в планах НАСА и Европейского космического агентства. Это не фантастика, это реальный проект, над которым работают инженеры и ученые прямо сейчас. У НАСА есть концепт, который называется Orbilander. Это сочетание двух слов «орбитальный» и «посадочный». Один аппарат, который совмещает функции орбитального зонда и посадочной станции. Такой гибрид, который сначала изучает спутник с орбиты, а потом садится на него. Сначала Orbilander 1,5 года летает вокруг Энцелада, совершая десятки близких пролетов сквозь шлейф. Он собирает частицы, анализирует их с помощью масс-спектрометров, ищет сложную органику, пытается найти биомаркеры, те самые химические следы жизни. Он картографирует поверхность в высоком разрешении, чтобы выбрать идеальное место для посадки. Место, где лед достаточно тонкий, чтобы пробурить его, и где фонтаны особенно активны. А потом, когда ученые выберут идеальное место, он садится на поверхность. И работает там еще 2 года, изучая лед, погоду, сейсмическую активность и, возможно, даже пытаясь пробраться в трещину. По планам 10-летнего обзора планетологии, который называется Decadal Survey, и который определяет приоритеты НАСА на 10 лет вперед, запуск этой миссии запланирован где-то в районе 2038 года. А до самого Энцелада она доберется ближе к 2050 году. Это долго, я знаю. Мы привыкли к быстрым новостям, к мгновенным результатам, к тому, что можно узнать ответ на любой вопрос за 5 секунд в интернете. Но космос не терпит суеты. Путь к Энцеладу – это марафон, а не спринт. Это работа для нескольких поколений ученых и СМИ, инженеров. Но есть и более близкая перспектива. Пока мы ждем Orbilander, уже летит другой аппарат – Европа Клиппер. Его запустили 14 октября 2024 года на ракете Falcon Heavy компании SpaceX. Это один из самых мощных аппаратов, когда-либо отправленных в космос. Он прибудет к Юпитеру в 2030 году. Цель – другая ледяная луна – Европа. У нее тоже есть океан под коркой льда.
физика процессов там та же самая. Приливный нагрев от Юпитера, гидротермальные источники, возможная жизнь. И то, что Клиппер проверит на Европе, поможет нам понять и Энцелад. Если мы найдем признаки жизни на Европе, это удвоит наши шансы найти ее и на Энцеладе. Если не найдем, это тоже будет важным уроком. Расследование не закрыто, оно только набирает обороты. Каждый год приносят новые данные, новые модели, новые удивительные факты. И каждая новая работа, каждая статья в Nature или Science приближает нас к ответу на главный вопрос – одиноки ли мы во Вселенной? Но есть еще один аспект этой истории, который я хочу тебе показать. Это то, как ученые работают с данными, которые мы уже имеем. Как старые архивы могут открывать новые секреты. В 2025 году вышла еще одна важная работа. Ее опубликовали в журнале Nature Astronomy, одном из самых престижных научных журналов в мире. Команда астрофизиков под руководством Назаира Хаваджи из Университета Колорадо проанализировала зерна льда, собранные Кассини еще в 2008 году. Но они применили новые методы обработки данных, которых не существовало 20 лет назад. В те времена, когда Кассини пролетал сквозь шлейф, его приборы просто собирали частицы, и все. Они не могли определить химический состав в реальном времени с той точностью, какая доступна сейчас. Но данные сохранились. Запись спектров, показания масс спектрометра, вся сырая информация лежит в архивах НАСА. И вот Хаваджи и его команда взяли эти старые данные, стертые временем и радиацией, и прогнали через новые алгоритмы, которые используют современные методы статистики и машинного обучения. И они нашли там то, чего не видели раньше. В тех зернах была органика. Но не просто органика, а гораздо более сложные и разнообразные молекулы, чем считалось раньше. В том числе они нашли молекулы, которые могут образовывать мембраны, оболочки клеток. Фосфолипиды, если говорить научным языком. Это как если бы ты нашел не просто кирпичи, а уже готовые стены дома. Не просто аминокислоты, а структуры, которые могут формировать границы живых клеток. И самое важное, эти зерна были собраны не в дальнем кольце Е, потрепанные космической радиацией, которая разрушает органику за сотни лет. Они были собраны практически вплотную к спутнику, на высоте всего 25 километров, где вещество сохраняется свежим, почти нетронутым. Это значит, что прямо сейчас, в этот момент, подо льдом плещется суп, в котором есть все для жизни, включая даже прекурсоры клеточных мембран. И этот суп выплескивается наружу, чтобы мы его попробовали. Энцелад не спрашивает нас, верим мы в него или нет. Он просто продолжает выбрасывать улики в открытый космос, струю за струей, частицу за частицей, и ждет, пока мы решимся посмотреть по-настоящему, не боясь того, что там может быть. И вот здесь, в конце нашего расследования, я должен сказать тебе честно, есть вещи, которые мы не знаем. И это нормально. Это и есть наука. Мы не знаем, как долго существует океан Энцелада. Может быть, он возник всего несколько миллионов лет назад, и жизнь не успела там зародиться. А может быть, он существует все 4,5 миллиарда лет с самого рождения Солнечной системы, и жизнь там уже прошла долгий путь эволюции. Мы не знаем, какая там соленость. Мы знаем, что там есть соли. Но какая их концентрация, больше или меньше, чем в земных океанах? Это важно, потому что слишком соленая вода убивает жизнь, а слишком пресная не дает стабильных химических реакций. Мы не знаем, есть ли там круговорот веществ. На Земле углерод и кислород постоянно перерабатываются живыми организмами. А на Энцеладе? Может быть, химия там просто накапливается без всякой биологии, и органика – это просто геохимический продукт? Мы не знаем, какое давление на дне океана. Мы знаем, что оно огромное, в сотни раз больше земного, но как это влияет на возможность существования клеток? На Земле есть бактерии, которые живут в Марианской впадине на глубине 11 километров под давлением в 1000 атмосфер. Но там давление в 10 раз меньше, чем на дне Энцелада. Может ли жизнь выжить под таким гнетом? Мы не знаем, есть ли там источники энергии, стабильные во времени.
Приливный нагрев – это хорошо, но он может меняться. Орбита Энцелада вокруг Сатурна не идеально круглая, она слегка вытянута. Со временем она может меняться, и количество тепла, которое получает спутник, может то увеличиваться, то уменьшаться. Были ли периоды, когда океан полностью замерзал, а потом снова оттаивал? И самое главное, мы не знаем, есть ли там жизнь. Может быть, она есть, может быть, ее нет. Может быть. Мы никогда не узнаем наверняка, если не отправим туда новый зонд. Это те вопросы, которые остаются открытыми. И именно они двигают науку вперед. А теперь давай сделаем шаг назад и посмотрим на эту историю с другой стороны. Представь, что ты инопланетный ученый, который изучает Землю с расстояния в 1,5 миллиарда километров. Ты видишь нашу планету как голубой шарик. Ты видишь облака, океаны, континенты. Ты видишь, что там есть вода, есть углерод, есть кислород в атмосфере. И ты даже видишь, что там есть метан в небольших количествах. Как ты узнаешь, что на этой планете есть жизнь? Ты не можешь увидеть бактерии с такого расстояния. Ты не можешь увидеть деревья. Ты видишь только химические сигналы, кислород, метан, углекислый газ. Ты видишь, что они не находятся в равновесии, что кто-то или что-то постоянно их производит. И ты делаешь вывод. Там, скорее всего, есть жизнь. Вот так же мы смотрим на Энцелад. Мы не видим самих бактерий, но мы видим их химический след, и мы делаем выводы. И еще один взгляд из другой перспективы. Представь, что ты смотришь на Энцелад через телескоп не как ученый, а как обычный человек. Ты видишь маленькую белую точку на фоне огромного Сатурна. Ты знаешь, что там внизу, подо льдом, есть океан. Ты знаешь, что там есть органика, фосфор, метан. Ты знаешь, что там, возможно, плавают бактерии, которые никогда не видели Солнца. И ты думаешь о том, что мы, люди, живем на поверхности одной планеты, а под поверхностью другой, в полной темноте и холоде, может быть, тоже есть жизнь. И это ощущение, что Вселенная больше, чем мы можем себе представить. Что жизнь может быть везде, не только на Земле. И это самое удивительное открытие. В начале этого видео мы спросили, как ледяной мир может быть теплым и полным жизни? Теперь мы знаем ответ. Точнее, мы знаем, что этот ответ сложнее, чем мы думали. Мы узнали, что Энцелад – это не просто кусок льда на окраине Солнечной системы. Это мир с океаном, который в 100 раз больше всех земных океанов вместе взятых. Мир с гидротермальными источниками, которые греют этот океан миллиарды лет. Мир с полным набором химических элементов для жизни. От углерода до фосфора, от водорода до серы. Мир, который выбрасывает органику в космос так щедро, что его шлейф подпитывает целое кольцо Сатурна. И если жизнь появится там, в темноте подо льдом, это будет означать, что Вселенная просто создана для жизни. Что жизнь – это не случайность, а закономерность. Что она возникает везде, где есть вода, тепло и нужные элементы. Что мы не одиноки. Что наши братья по разуму или хотя бы по химии могут плавать в океанах далеких лун, не зная о нас ничего, как и мы не знаем о них. Но даже если жизни там нет, это тоже будет великое открытие. Потому что это заставит нас спросить, почему? Почему при идеальных условиях нет жизни? Может быть, мы чего-то не понимаем в том, как зарождается жизнь. Может быть, нужен еще какой-то ингредиент, который мы не учли. Может быть, нужен миллиард лет и удар астероида. И это знание поможет нам понять, где еще искать жизнь во Вселенной. Железо в твоей крови, кальций в твоих костях, каждый атом кислорода, которым ты дышишь. Все это когда-то было частью звезд, которые взорвались миллиарды лет назад. Звезд, которые породили углерод, кислород, фосфор. Все те элементы, которые мы нашли на Энцеладе. Ты – часть этого огромного космического цикла, который связывает все живое во Вселенной. Сегодня мы заглянули под лед далекого спутника и увидели там отражение самих себя.
Не в буквальном смысле, конечно, а в смысле химии, в смысле возможностей, в смысле надежды. Мы увидели, что ингредиенты жизни не являются чем-то уникальным для Земли. Они есть везде. И если мы найдем жизнь на Энцеладе, это изменит все. Это изменит наше представление о том, кто мы, откуда мы и куда мы идем. Энцелад не дает нам ответов. Он дает нам надежду и работу. Работу для ученых и инженеров и всех, кто смотрит на ночное небо и задается вопросом. И эта работа будет продолжаться десятилетия, потому что наука не знает быстрых побед. Она знает только терпение, упорство и веру в то, что истина где-то там, за горизонтом. И когда через 20, 30 или 50 лет мы наконец получим первые прямые доказательства жизни подо льдом, мы вспомним этот момент. Момент, когда мы впервые заглянули под лед и увидели там свет. Момент, когда мы поняли, что Вселенная гораздо более живая, чем мы могли себе представить. Спасибо, что прошел этот путь вместе со мной. Ты – часть этого расследования. Твое любопытство, твой интерес, твое желание знать – это то, что двигает науку вперед. Это то, что заставляет строить новые зонды и отправлять их к далеким мирам. Увидимся в следующем эпизоде.